Всем доброе раннее утро. Мы сегодня встали очень рано, потому что мы едем в Саранду. Саранда в 38 километрах от нашего поселка Борщ. И первая маршрутка, она же единственная, от пляжа с Борща отправляется в 6:30 утра. Алисина стабильная поза сна в автобусе. Она всегда так ноги на окно ставит. Вся дорога в Саранду – это горные серпантины, и часик нам удалось подремать. Утро в Саранде у нас началось с больнички. Ровно год назад мы с Алисой здесь капались, когда у нее был ротавирус. А сегодня сюда пришла я, потому что у меня болят уши, у меня проблемы с ушами, и мне нужен лор. Идем искать Лору. Уши мне промыли, обошлось это в удовольствие 1500 албанских лет. Украинский паспорт я показывать не стала, уже думаю, ладно. Спасибо доктору большое, потому что я мучилась уже эти дни. А теперь можно и к морю. Прямо на улице возле больницы продают кур. Мы с мамой покупаем электроплитку, потому что у нас в номере нет кухни, и питаться в ресторанах каждый день дороговато выходит. Поэтому мы за 20 евро купили небольшую плиточку. Сейчас пошли смотреть кастрюлю, там, говорят, есть маленькая. Ну все, плитку купили, теперь мы не можем выйти из хозтоваров, потому что мама ищет кастрюлю. Маму не остановить. Я уже хочу к морю и на пляж попасть, и на набережную. Саранда – очень красивый портовый город с небольшим количеством населения, всего лишь 36 тысяч человек. И как таковых достопримечательностей здесь немного, это в основном пляжи и красивая набережная. И мы вам сегодня это все покажем, еще покажем цены в кафешках и ресторанах. Самое главное мы уже сделали, хозтовары купили, и теперь у нас целый день здесь свободный. А еще хочу сказать, что все самое интересное, какие-то исторические достопримечательности, замок Ликурси, Бутринти, это все находится за городом, и туда можно добраться только на машине. Но так как мы без машины, то сегодня этого показать я вам не смогу, поэтому мы будем гулять просто по Саранде, по городу. И вот один из общественных городских пляжей находится прямо рядом с портом, но мы пойдем дальше. Саранда – город-курорт Албанской ривьеры на юге страны. С одной стороны город окружен Ионическим морем, а с другой – оливковыми рощами. Порт Саранды часто называют южными воротами Албании. Греческий остров Корфу хорошо виден с любого пляжа. Когда в 1939 году город был занят итальянской армией, оккупанты переименовали его в Порто-Эдда в честь старшей дочери Бенито Муссолини Эдды. Но греки издревле считали, что этот регион – Северный Эпир, и это часть Греции. Еще немного городского пляжа Саранды вам покажу. Сегодня очень жарко, и я думаю, что сейчас, наверное, все-таки мы зайдем на городской пляж, немножко освежимся, потому что идти невозможно. А уже дальше потом будем гулять. Алиса, может, пойдем уже, а, дочь? На детских площадках мы обычно застреваем надолго. Боже, сколько радости. Склянчила яйцо. Что, будем открывать? Да, скорее, скорее. Спасибо. Со мной поделились. Купили киндер, а там не шоколад, а какая-то вот такая вот ерунда мелкая. Что это? Ну, там как орешки какие-то или какие-то печеньки. Там шоколад. Мама. Да, я смотри, чтобы Там не ляпнула шоколад на еще платье, обязательно. хорошо? Шоколад. Красивая здесь набережная. Порт мне очень нравится, саранский. Покажу вам цены на экскурсии из Саранды. 30 евро с человека. Вот голубой глаз, очень классное место. Гирокастр. Мы в прошлом году были. У меня на канале есть эти видео. Плейлист Албания наберите и посмотрите обязательно. А вот Борщ, наш поселок, в котором мы сейчас живем. Химара, соседняя деревня. И замок Ликурси, куда я хочу поехать, когда приедет Гена, на машине сюда подняться. Я надеюсь, что он все-таки приедет в этом году. В 1940-м греки быстро изгнали из Саранды итальянцев, хотя и ненадолго. Германия, Италия и Болгария в 1941-м начали оккупацию Греции. И итальянцы капитулировали в 1943-м и покинули Албанию. В 1944-м немецкие оккупанты были изгнаны из страны, и после окончания Второй мировой войны Саранда стала центром округа префектуры Влёра, Албании. В этом месте возле скопления лодочек вы можете выбрать себе морскую прогулку на целый день на любой вкус. 25 евро с человека, на детей скидки.
прошлом году мы на такой яхте плавали на самые красивые пляжи. Здесь недалеко от Саранды. Пляж Кророс и Какома, бухта. В прошлом выпуске, кто еще не смотрел, как раз об этих пляжах Кророзе и Какоме подробно. О, все, дорвалась. Ты научилась включать этот фонтанчик, да? А ну покажи. Сама включила, что ли? Ну и что теперь делать будем? Ты же вся мокрая. Стоило мне отойти на пару минут, называется. Итак, цены на морские прогулки. На маленькой вот такой лодочке беленькой, как я вам показывала, 25 евро с человека на целый день на вот эти красивые пляжи Кророс и Какома без обеда. Но вот такая большая яхта, которая позади меня, она стоит дороже, и туда будет включен обед. Ну и еще, конечно, на детей скидки. Он говорит, если дети маленькие, не выше меня ростом, то я, говорит, хорошо, можно торгануться со мной, уступлю. Но если, говорит, ко мне вчера пришел мужчина, говорит, у меня там детки, говорит, можно в половину стоимости? Я говорю, можно. Он приводит детей, там, говорит, такой ребеночек выше меня. Вот, ну, понятно все, в общем, насчет цен. И еще, вот если вы будете в Саранде, я всем рекомендую эту морскую прогулку, потому что шикарно проведете время. Кафешек множество, тянутся вдоль всей набережной, и вечером здесь жизнь оживает, все работает, светится, и такая красота. Алиса увидела и кричит, там бум-бум, она любые батуты называет бум-бумом. Конечно, это удовольствие для детей постарше, не для Алисы явно. А вот еще один городской пляж. Доця, на этот батут я тебя не могу отпустить, потому что он для взрослых, там можно утонуть. Вот множество апартаментов в этих высотных домах, все сдается для туристов летом. Я взяла прайс на эти водяные батуты. Ну, покажи. Ну, самое больше всего, что мне нравится, да, 1 неделя, 4900 албанских лек. Это скакать 1 неделю. Вообще, кошмар. Спустились мы наконец-то на пляж. Только в тетю не брызгай, хорошо? И в дядю не брызгай, ладно? Здесь тоже городской пляж, такие каменюки, и без специальной обуви зайти достаточно проблематично. Купили развлечения ребенку, здесь уже все люди страдают от этого. Брызгает на всех, да? Из порта Саранды несколько раз в день отправляются паромы на Корфу. Купить билет можно в кассах билетных прямо возле порта, их там огромное множество. Смотри, как далеко, да? А еще чем хорош этот городской пляж, здесь есть душевые с пресной водой. И когда ты выходишь с моря, можно обмыться. И Алису мы помыли в душике, потому что пока она доходит от воды сюда, она уже опять вся в песке, как так выходит, я не знаю. Ай-яй-яй, ну что ж ты делаешь, вот. Гостеварий, сеть ресторанов. У нас в Борше он тоже есть, но здесь цены значительно выше, на 100-200 лек каждое блюдо, чем у нас. А сейчас Алиса нам покажет меню соседнего ресторана. Что тут у нас есть? Давайте посмотрим. Салаты по 650, по 800 лек. Супы 500-600. Завтраки. А вот соседний ресторанчик. Цены вам покажу. Паста и ризотто. Все показала? Да. Мама у нас любит тенечек. А я предлагаю выйти наверх на соседнюю улицу параллельную и посмотреть цены в кафешках там. И скорее всего там мы и покушаем, потому что там всегда дешевле, чем на набережной. А вот фастфудовская кафешка.
И здесь, конечно, подешевле. Гамбургер, шаурма, пита. Народ дальше идти не захотел, и мы решили остаться в этом фастфудном кафе. Что? Картошку? Я, может быть, себе тост с сыром возьму. Ну возьми. Может быть. Цены очень хорошие здесь, вообще бюджетненько. Давай кетчуп польем. Ничего, и кетчуп очень вкусный, поэтому наливаем побольше. Любимая еда детей, вредная еда, но иногда можно. Хотя часто я такое не беру им. Дайте Алисе салфетку. Скорее, сейчас платье запачкаем. Ой-ой-ой. Молодец. Умничка. А вот это гирос. Это как шаурма по-гречески, потому что она с курицей, с овощами и с картошкой фри. Мы заказали с Алисой себе картошку напополам, и я заказала еще себе вот такой вот маленький тост. А нет, тост. Из всех больших приморских городов Албании Саранда мне нравится больше Влёры и тем более больше Дуруса. Красивый город, красивые набережные, красивые пляжи. Ни один сувенирный магазинчик мы не можем пропустить. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that. Много комментариев получаю, что куда вы поехали, зачем вы сюда приехали, здесь же так опасно, Албания опасная страна. Это абсолютно неправда. Албания одна из самых безопасных стран для туризма, не только для украинцев, а и для всех иностранцев. Какая-то школа, наверное. Через каждые 20 метров вот так вот с набережной вот такие подъемы на соседние параллельные улицы выходят. Саранда является одним из привлекательных туристических городов Албанской ривьеры с теплым морем и средиземноморским климатом. В Саранде насчитывается 300 солнечных дней в году. Сядешь в коляску? Почему? Давай в коляске поедем. В самом центре Саранды есть вот такие развалины древней синагоги V века. Вот здесь мы вышли с набережной на маленькую автостанцию, где идут наши маршрутки на Борщ, на Химару. Обратите внимание на кондиционер. Просто дверь открыта и водителю по барабану. Главное, что свежу. Что хочу сказать по поводу обратной маршрутки из Саранды в прибрежные поселки, такие как Химара, Борщ, наш Липа, Вадерми. Маршрутка последняя ходит в обед в час или в 2 часа дня. Все, потом маршруток нет, потом только такси. До встречи в следующих выпусках. Всем пока.